Есть у Легранда такая вилка 2К6А050162 Элиум. У нее есть аналог из Эра, но я его никогда не использовал. Эта вилка забавная, я ее использовал иногда, когда надо было ставить эти зеркала, которые подключались к стене, когда было неудобно их на постоянку, проще было сделать вилку и розетку. Как вы видели, она разбирается очень просто одним винтом. Единственная трудность бывает иногда снять блок, в который заводятся провода, с пластмассового крепления. Если не снять его с этого крепления, то сложно бывает завести провода и зафиксировать их. Важно точно отмерить внешнюю изоляцию, потому что если отмерить ее слишком размашисто, то край срезанный будет вне вилки, и это некрасиво выглядит. Я всегда сажаю провод на НШВ, любой, поэтому здесь использую НШВ 05, которые мне достались в свое время в наборе. Я вообще не подозревал об их существовании, а так очень удобно пользоваться. Для удержания провода внутри вилки есть небольшие пластмассовые перегородки, которые не дают выползать проводу из вилки. Здесь мы заводим провод ПВС, поэтому его режем обычным, как говорят, канцелярским ножом. Вот, это нож Стэнли. Я его потом в конце видео напишу название. Видео есть на канале. Обжимаю наконечники клещами Ефим, который недавно купил на Алиэкспрессе по рекомендации блогеров. В общем, нормальные оказались клещи. Единственное, что туговаты, но это такое усилие, в принципе, такое приятное такое. Ты контролируешь это, как ты обжимаешь. Когда мы все сделали, аккуратненько так затусовываем провода в вилку, чтобы у нас не было ничего лишнего. Потому что даже маленькие зазоры видно, они некрасивые такие вот для этой именно вилки. К сожалению, вот такая конструкция. Настало время надеть наконечники НШВ. Когда их надеваешь, там проблема в том, что если даже небольшой зазорчик между изоляцией и наконечником, это как-то как будто работает на излом. Поэтому прижимаешь, немного надвигаешь на провод и дальше обжимаешь. В эту вилку НШВ 10 мм плохо лезет, поэтому нужно либо их обкусывать, либо загибать. Это уж на усмотрение того, кто делает. Вот я в основном это все пытаюсь как-то откусить, чтобы они потом были нормально выглядело, чтобы все. Я как-то привык обжимать несколько раз подряд с небольшой перестановкой, чтобы прям вот четко зафиксировать наконечник на проводе. Кусачками превращаю НШВ и в НШВ, и уже потом можно собирать. Как оно бывает, не с первого раза попадаешь в размер, приходится подрезать, убирать небольшую длину. Вот. Дальше, когда собираем, там есть момент, что если провод выходит прямо из отверстия, то оно не сходится толком. Вилке приходится делать загиб, укладывать провода в сторону середины. Это вот нетривиальный совершенно момент. Если этого не сделать, то боковые зазоры вилки не сойдутся и будут некрасивые щели. Несколько раз разобрали, собрали и получили требуемый эффект. Выглядит аккуратно, прям таки замечательно.